Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать о том, как мы получали водительские права в провинции Онтарио. Для начала хочется сказать, что у нас были права в России, но обменять их здесь нельзя, надо полностью сдавать и теоретический тест, и практический тест. Начали мы все с того, что подтвердили свой стаж. Сделать это можно несколькими путями. Я читала, что люди некоторые писали в организацию в России, но когда мы туда написали, нам сказали, что они таким не занимаются. Поэтому нам пришлось отправлять письмо в консульство Российской Федерации в Торонто для того, чтобы они нам прислали выписку с подтверждением стажа. Я сделала такую бумажку, так как у меня водительские права были старого образца. В 2025 году у меня было бы 10 лет стажа. А у Андрея эти водительские права нового образца. И на них было написано на английском и на французском языке перевод. На моих водительских правах перевода не было. Собственно, поэтому мы решили, что мы мои документы отправим в консульство в Торонто для того, чтобы подтвердить мне мой стаж. Андрею решили попробовать не подтверждать через консульство стаж. Подумали, что, может быть, и так права примут, потому что все-таки перевод на правах есть. А еще по поводу консульства хотела сказать. Мы почему отправляли именно в Торонто наши права? В Оттаве тоже есть консульство, они тоже делают такие справки. Но консульство в Оттаве, оно не занимается переводами этих справок. То есть оно вам выдаст эту справку на русском языке, и дальше вы уже сами ее потом еще должны будете идти и переводить. А госпошлины примерно одинаковые. Поэтому мы решили, чтобы еще не заниматься здесь переводом, чтобы еще с переводом никаких проблем потом не было, мы решили сразу отправить документы в консульство в Торонто, чтобы у нас все документы пришли уже готовые. Ждать было не так долго, поэтому, в принципе, очень хороший вариант. Значит, какие документы я отправляла свои для того, чтобы мне подтвердили мой стаж? 2 копии прав своих. И обязательно надо, чтобы лицевая и оборотная сторона прав были на одной стороне листа. Это у них такое требование. Заверенная копия паспорта у нотариуса. Мы за это отдали где-то $40. К нотариусу тоже по записи пришли. Даже мой паспорт подтверждал у нотариуса Андрей. То есть не обязательно, чтобы вы присутствовали у нотариуса. Далее необходимо приложить чек о том, что вы оплатили сбор, и, собственно, оригинал водительских прав. Права они потом отправляют обратно, естественно, они себе их не оставляют. Точные суммы я еще напишу здесь, чтобы вы примерно ориентировались. Вот все это у нас заняло примерно около месяца. То есть мы отправили Почтой Канады письмо в консульство и купили 2 конверта. Мы решили купить экспресс-конверт. Одним конвертом мы отправили наши документы, и там был такой запрос, что обратный конверт вы тоже должны купить на свои деньги. И когда мы получили мои документы, мы решили, что пора идти сдавать хотя бы теорию. Готовились мы к теории по 2 приложениям. В принципе, вопросы все совпадали, то есть никаких новых вопросов не было. Возможно, были те же самые вопросы, но в другой формулировке, но не более того. То есть все вопросы, которые там были, я уже хотя бы 1 раз видела и прорешивала их. 2 приложения я оставлю на экране, чтобы было вам удобно. Они бесплатные, то есть мы пользовались в этих приложениях только тем, что бесплатно. Мы ни за какие дополнительные тесты мы не платили. Нам, в принципе, этого хватило. И когда мы подумали, что мы уже, собственно, подготовились, теорию выучили, надо ехать сдавать. Мы в телеграм-каналах прочитали, что, в принципе, можно без аппоинтмента приезжать и сдавать по живой очереди. Мы вот так вот приехали к открытию этого центра. Вы, когда приезжаете в этот центр, там есть специальные терминалы, и вы берете себе талончик. Надо ответить на несколько вопросов, и один из вопросов, есть ли у вас права из другой страны. И мы ответили, что да, у нас есть права из другой страны. И нам выдали талончик под буковкой «Б». Мы сидели в очереди примерно где-то час. Буковки «Б» мы увидели только 1 раз. Больше буковки «Б» мы не увидели. Уже начали переживать, что, наверное, что-то не так. Буковки «С» только шли. И потом где-то через 1,5 часа вышла женщина, работник этого центра, и сказала, что люди с талончиками, у которых начинаются они на букву «Б», они не в приоритете. Будут проходить сначала люди, у которых талончики с буковкой «С» в самом начале. И дальше она добавила, что, возможно, у них останется время, и они обслужат людей с талончиками и буковкой «Б». Но это не факт.
То есть центр этот был открыт, мы ездили в субботу, потому что у нас выходной был. Этот центр был открыт до 5. И, собственно, эта женщина сказала, что вы можете подождать до 5, ничего страшного, возможно, мы вас обслужим, но, возможно, и не обслужим. Поэтому, если вы хотите принять на себя такие риски, то оставайтесь. Но мы решили, что мы все-таки запишемся на прием в этот центр, и это будет, конечно, легче, чем прийти по живой очереди. Когда вы записываетесь на прием, там на сайте есть ссылка, там написано «Обменять свои права». Мы, пока были там еще, специально подошли еще раз к этой женщине и спросили, что если у нас права не на обмен, куда нам записываться? Эта женщина нам, в принципе, сказала, что в Онтарио права обменять никакие нельзя. То есть откуда бы у вас права ни были, вам все равно надо сдавать все экзамены. Поэтому можете записываться на ту ссылочку, которая предлагает вам обмен прав, потому как у вас уже есть права из другой страны. Далее сегодня, а это 28 июля, мы приехали к назначенному времени. Мы на всякий случай приехали за полчаса. В письме, которое вам приходит после подтверждения вашего времени, написано было «приходите за 15 минут». Мы решили на всякий случай заранее это сделать. Нас вызвали в разные окошки. Очень милая женщина спросила у меня ID, удостоверение. Я дала свой паспорт. Я дала свои права оригинальные, и все. Она это посмотрела и сказала: у вас есть справка из консульства? Я говорю: да. Отдала я ей эту справку, она ее посмотрела и сказала, что мне можно сдавать сразу на GFull. То есть я так понимаю, что теоретический тест, он не отличается ни на какие бы права вы ни сдавали. Заплатила я за тест и за сборы $106. Тест был $16 и сборы еще 90. Дальше мне девушка еще сказала, что мне в дальнейшем надо будет заплатить, когда я уже буду непосредственно сдавать вождение на дороге. Также проверили мое зрение. Надо было посмотреть в аппарат, там он стоит прямо у них. Она, благо, передо мной его протерла. Я посмотрела туда, там были цифры. Она попросила зачитать эти цифры, там буквально 6 цифр, рандомно просто расположены. Она попросила их зачитать. После этого слева и справа начинали мигать красные огоньки. И я должна была сказать ей, с какой стороны мигает огонек. И довольно быстро это все проходит. Далее вам делают фото, и вы платите деньги. До того, как я заплатила деньги, у этой девушки что-то на компьютере сломалось. И она попросила работницу, которая в соседнем окошке занималась документами Андрея, она попросила мои документы тоже оформить. И когда я уже туда подошла, я как раз узнала, что права Андрея не засчитали для того, чтобы он мог сдать на GFull водительские права здесь. Ему сказали, что из-за того, что у него нету консульской справки, надо обязательно сдать сначала G2. То есть ему разрешили только G2 сдать. Но также сказали, что если вы получите эту консульскую справку, вы можете принести ее дополнительно. Не надо стоять ни в какой очереди. Вы просто подходите к человеку за стойкой и говорите: здравствуйте, мне сказали, что мне можно донести документы. И когда вы принесете уже эти документы, вам можно будет сразу сдавать на GFull, минуя G2. Также она сказала, что если мы прямо сейчас пойдем сдавать тест, нам выдадут временные права, если мы этот тест успешно сдадим. И можно будет уже подходить с этими временными правами и не приносить паспорт, и PR-карточку, и все, что требуется. Собственно, мы решили время не терять, и как только получили документы, сразу пошли сдавать этот тест. На тест очереди вообще практически не было. Она прошла буквально там за 2-3 минуты. Компьютеров стояло много, они почти все были свободны. Хотя мы были не совсем с утра, мы были около 10 часов утра. Там система такая же. Вы подходите к девушке, которая сидит за стойкой, за компьютером. Она назначает вам номер кресла, и вы сразу проходите к своему компьютеру. Телефонами и Bluetooth наушниками пользоваться было нельзя, там было это запрещено. На самом экране, когда вы садитесь за этот компьютер и нажимаете, что вы готовы начать тест, сначала появляется такая идентификация личности. Вам надо выбрать будет свою дату рождения. Не надо не ошибиться и не запутаться, потому что я сидела и, наверное, минуту где-то думала, какая же у меня дата рождения. Наверное, переволновалась немножко. Дальше появляется инструкция, как вы можете решать этот тест. То есть вы должны на экране компьютера без мышки и клавиатуры нажать пальчиком, какой ответ вы выбираете в этом вопросе, и далее вы должны еще нажать «Да»,
в правом нижнем углу экрана. То есть вы как бы должны один раз выбрать ответ, а второй раз подтвердить, что вы именно этот ответ выбрали. Вот так. Также можно, если вы какие-то вопросы не знаете, можно нажать кнопочку Skip, и они появятся у вас в самом конце вашего теста. Перед тем, как начинать, собственно, этот тест, вас эта девушка спросит, какой язык вы предпочитаете, на каком языке вы хотите сдавать этот тест. Можно выбрать любой язык, русский тоже можно выбрать, но мы с Андреем выбрали английский язык, потому что мы решали эти тесты на английском языке. И хочу сказать, что даже если вы выбрали английский язык для сдачи теста, под вопросом есть вопросительный знак. Вы можете на него нажать, и на этот вопрос у вас появится перевод на язык, который вы себе выберете. Я себе так один вопрос перевела, потому что запуталась в нем, и по-русски было удобнее читать. Там был вопрос про какие-то детали машины. Вот для того, чтобы не ошибиться, я решила на всякий случай перевести на русский. Вот. Дальше компьютер вам будет давать вопросы на русском языке. Если вы хотите перейти на английский, там тоже кнопочка появляется, очень легко это сделать. Сам тест состоял из двух частей. Первая часть – 20 вопросов на правила дорожного движения. Система мне написала, что я могу сделать 4 ошибки, то есть ответить правильно на 16 вопросов из 20, и тогда мне этот тест засчитают. У меня получилось ответить правильно на 18 вопросов. На те вопросы, на которые я ответ не знала, я нажимала кнопочку «Пропустить» и решала их в конце теста, когда уже понимала, что большая часть вопросов у меня правильно, мне там буквально 2-3 ответа еще набрать, и можно даже уже не волноваться, как я отвечу до конца. Но я все равно постаралась все вопросы ответить как могла правильно. И вот после того, как вы ответите правильно на первую часть, вам компьютер выдаст ваш результат и напишет «Подождите немного, загружается вторая часть». И вот в этой второй части вопросы на дорожные знаки. То же самое, надо ответить на 16 вопросов из 20. Система та же самая, тоже можно перевод сделать. После того, как вы завершите 2 части экзамена, вам скажут, прошли вы этот тест или нет. Скажут, подождите, пока работник вас не позовет. Работник вас зовет. Вы еще раз называете свое имя, фамилию и когда вы родились, дату рождения, и вам распечатывают бумажку с вашими правами. То есть у вас после теста уже G1 права есть. По поводу водительских прав Андрея. Мы все-таки решили, что мы хотим ему тоже G-Full права. Мы не хотим ждать год, пока пройдет G2. Мы решили, что все-таки мы еще раз напишем в консульство, заберем вот эту бумажку переводом и донесем, для того, чтобы он тоже смог на G-Full сдать. С водительскими правами G1 нам сказали, что уже спокойно можно бронировать дату, когда мы хотим сдать дорожную часть экзамена. Поэтому на сегодняшний день у нас уже есть права G1. Мы планируем взять 2 или 3 урока вождения для того, чтобы просто посмотреть, по какому маршруту едут обычно, когда сдают уже сам непосредственно тест. Попытаемся записаться на ближайшую дату. И тоже скажу вам, есть ли очередь. Мы когда выбирали дату, когда можно записаться для того, чтобы документы свои принести, там была очередь где-то неделю. То есть имейте в виду, что ожидание это примерно неделя. Буду держать вас в курсе, обязательно расскажу, сколько денег мы потратили еще на тренировку для того, чтобы сдать роуд-тест, сколько потом сам роуд-тест стоил и как вообще все это проходило.